Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Сегодня мы соберем очень сильную игровую сборочку ПК за 30 тысяч рублей, которой с головой хватит для комфортного FPS почти во всех современных играх. Ну а перед тем, как начать собирать наш ПК за 30к, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И начнем мы, пожалуй, с видеокарты. Я решил взять отличную бюджетную игровую видеокарту GTX 1650 Super за 13 099 рублей. Такой видюхи с головой хватит для всех современных онлайн-проектов, и она даст нам возможность пройти абсолютно все игры на достойных настройках графики. А так как бюджет у нас очень маленький, то это будет идеальным решением за свои деньги. Если у вас чуть больше денег, чем 30к, то вы смело можете взять GTX 1660 Super. Она тоже отлично станет в эту сборку. Процессор мы сегодня возьмем от синих, так как цена на тот же Ryzen 3200G немного больше, а по производительности они одинаковые. Это четырехъядерный и четырехпоточный процессор прошлого поколения Intel Core i3 9100F. Обойдется он нам в 5999 рублей и определенно не даст нашей видеокарте простаивать. Ну а для не сильно требовательного пользователя это один из лучших процессоров за эти деньги. А вот выбрать материнскую плату в наш игровой ПК будет немного сложнее. Идеально было бы взять какой-то B-чипсет под дальнейший апгрейд, но бюджета у нас и так не хватает на игровой компьютер, поэтому будем довольствоваться материнской платой ASRock H310CM DVS. Всего за 3599 рублей эта материнка спокойно вывезет наш проц, и в будущем вы сможете поставить в нее даже какой-то Core i5. Но для апгрейда до топовых камней ее явно не хватит. Но в нашем ПК за 30 тысяч рублей это не самое главное, на мой взгляд. Намного важнее сейчас поставить человеческую АЗУ, так как максимальная частота для нашего процессора составляет всего 2400 МГц. Поэтому смело берем две планки по 8 ГБ Kingston HyperX Fury за 5500 рублей. Частота у них такая, как нам и нужна, 2400 МГц. А вот тайминги у этой памяти прям очень хорошие, если сравнивать ее с конкурентами по цене. За эти деньги мы получим шикарные 15-е тайминги, которые просто необходимы интеловским процессорам. Если кто еще не знает, то разгонять частоту АЗУ на Intel можно только на Z-чипсете, а для младших материнок лучше подойдут низкие тайминги, так как за неимением разгона надо хоть как-то увеличить пропускную способность памяти. Охлаждать наш процессор мы будем кастомным охладом, чтобы не переплачивать за боксовую фигню, которая к тому же стоит на 100 рублей дороже обычного кулера. Одним из неплохих кулеров можно отметить Deepcool Alta 9 за 380 рублей. Он легко справится с отводом тепла от нашего процессора, и плюс ко всему он не работает как пылесос, что и является его главным плюсом. А запитывать мы все это будем самым народным блоком питания 2020 года. Это FSP Pioneer на 500 Вт, который обойдется нам в 2550 рублей. Качество этих блоков питания в целом приемлемое, а 500 Вт нам за глаза хватит под наше железо. Так что берем его и радуемся, что взяли не Aerocool. Кстати, все ссылки на комплектующие из этой сборки ПК вы сможете найти в комментариях под видео. Ну а нам осталось только выбрать какой-то SSD. За такой бюджет брать большой объем возможности у нас просто нету. Поэтому, как обычно, будем радоваться 120 гигабайтам Patriot Burst с хорошей скоростью и ценником в 1750 рублей. На первое время такого объема вам хватит, но зато сэкономив на SSD вы сможете позволить собрать себе нормальный компьютер, а не экономить на всем, чем попало, и получить корыто. Так что смело берем 120 гигабайт и собираем наш ПК в старом корпусе или на столе, так как бюджета засунуть сюда корпус попросту нет. Поэтому идеальным вариантом будет взять какую-нибудь коробку на Авито и собраться в ней, если у вас нет старого корпуса. И по итогу такая сборка ПК в 2020 году обойдется нам в 32 877 рублей. Также хочу напомнить, что вы можете задать мне любой интересующий ваш вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!